Всем привет, меня зовут Элис и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поделиться с вами советами, как сделать этот год лучше предыдущего. Я не хочу притворяться, что я какой-то супер нереальный гуру и вообще познала эту жизнь и дзень, и я тут раздаю советы в свои 22 года. Но это скорее тот план, который я составила сама для себя и подумала, что будет интересно поделиться им с вами. В общем, ближе к делу. 22 совета на 2022 год. Поехали! Итак, совет номер один. Представь, где бы ты хотел находиться ровно через год. Вот прям в то же самое время, для меня это сейчас 12:26, ровно через год. Ты смотришь вокруг, и что ты видишь? В каком месте ты хотел бы находиться? Где ваш дом? Как вы выглядите? Как вы себя ощущаете? Тепло ли вам там, где вы находитесь? На каком языке разговаривают в том месте, где вы находитесь? Какую машину вы водите? На какую работу вы ходите? Какие люди вас окружают? Вы счастливы? Что вы испытываете? Прочувствуйте все в мельчайших подробностях, как будто вы действительно перенеслись ровно на год вперед, и это самое лучшее, что могло произойти с вами через год. Просто потратьте время на то, чтобы определить то, чего вы хотите. И когда вы наконец-то ясно определяете для себя, чего вы хотите, намного проще создать план, как этого добиться. Потому что иногда наши цели, они немного размыты, и из-за этого действия немного непоследовательны, или их вообще никаких нет, потому что мы говорим: я бы хотел приехать куда-нибудь. Нет какой-то конкретной цели или страны. Если вы чувствуете, что вы хотите поехать в Италию, то вы начинаете делать первый шаг. Вы делаете план. Реальный логический план. Что вам нужно делать шаг за шагом. И как только ты составил реальный, логически выполнимый план, единственный человек, который стоит на твоем пути, это ты сам. Второе. Прими тот факт, что никто, кроме тебя самого, не даст тебе ту жизнь, которую ты хочешь. Даже самые обеспеченные родители не смогут дать тебе того, чего ты хочешь, потому что жизнь мечты, она включает в себя много компонентов. Отношения, дело, которым ты занимаешься, хобби, где ты живешь, ментальное здоровье, много всяких штук, и их всех не купишь за деньги, этого все равно нужно достигать, и этого можешь достичь только ты. Прими тот факт, что никто не даст тебе этого никогда, только ты сам. Будь то успешная жизнь, здоровая жизнь, свободная жизнь, счастливая жизнь, жизнь полная приключений, жизнь какая-то сумасшедшая, это твоя жизнь, и только ты можешь ее себе дать. Третье. Будь терпеливым. Это кажется практически несправедливым, потому что мало того, что я должна прилагать все эти усилия, я еще и должна ждать. Я ненавижу ждать, но задумайся о том, что чем больше и усерднее ты работаешь, тем удачливее ты становишься. Ты все больше становишься тем человеком, которому просто повезло в жизни, и он живет свою лучшую жизнь, потому что Вселенная выбрала его. Это что-то вроде снежного кома, когда ты только начинаешь его катить, этот маленький снежок, он маленький, ущербный, кривой, и его неприятно катить, потому что ты сгибаешь спину, но потом ты все больше и больше его катишь, и это становится проще, потому что как только ты столкнул его с места, инерция работает, и он становится все больше. Так и с твоим усердием. Наверное, очень штампованный, очень простой пример, но лучше ничего придумать не смогла, уж простите. Четвертое. Помни, что единственный человек, который может тебе помешать, это ты сам. Когда мы что-то начинаем делать, например, заниматься спортом, мы это делаем, а потом сдаемся, потому что не видим результаты так быстро, как нам бы того хотелось. Но правда в том, что кубики пресса, к сожалению, появляются только через месяц. Они немножечко проявляются. У всех по-разному, но у меня это заняло где-то месяц, чтобы я немножечко заметила результат. Но старайтесь не фокусироваться очень сильно на результате, на конечной цели, на том, чтобы вот достичь, и вот только в этот момент вы будете счастливы. Попробуйте быть счастливы на пути к этой цели. Как я уже сказала до этого, когда у тебя уже есть логический план, шаг за шагом, то ты уже как бы на полпути или просто на пути к своей цели. То есть ты уже к ней двигаешься. Это же офигеть как круто. Но это почти как ночь перед Новым годом, когда ты знаешь, что завтра ты проснешься и получишь подарки. Или ночь перед летним лагерем, когда ты просто не можешь уснуть, потому что знаешь, какой экспириенс тебе предстоит, и сколько новых людей ты встретишь. И ты в этом предвосхищении, потому что ты не сомневаешься, что это произойдет. Не сомневайся и сейчас, потому что у тебя есть план. Он сработает. Просто наслаждайся. Пятое.
Ответь себе честно на вопрос, хочешь ли ты продолжать игру, которую начал. Неважно, что это за игра. Это может быть работа, куда вы устроились 2 месяца назад. Это может быть универ, где вы учитесь уже 2 года. Это может быть отношения с токсичными людьми, которые длятся иногда десятилетиями. Если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни не работает или не дает вам тех ощущений и эмоций, которые вы в них вкладывали изначально, избавьтесь от этого. Не хочу притворяться, что это офигительно просто. И первая мысль, которая возникает, это: черт, я потратил на это дело или человека столько времени. Бросать это сейчас? Да, ребята, потому что впереди еще целая, жизнь. Знаете, это выражение «чемодан без ручки». Так вот, чем быстрее вы его оставите, тем проще вам будет идти весь ваш предстоящий невероятный путь жизни. И на этом пути вы можете найти новый классный чемодан с крутыми колесиками и ручкой супер удобной вашего любимого цвета. 6. Будьте коннектором, а.к.а. человеком, который соединяет людей. Знаете тех ребят, которые создают групповые чаты в Телеграме, или те ребята, у которых все собираются дома, те ребята, которые приглашают вообще всех вокруг пойти с ними в кино, и потом через вот этих людей ты встречаешь новых друзей. И ты безумно, просто бесконечно благодарен вот этим вот людям-коннекторам за то, что когда-то 5 лет назад ты встретил своего лучшего друга у него дома. Так вот, будьте этим человеком, будьте этим коннектором. Я уверена, что у ваших друзей намного больше общего, чем вы думаете, хотя бы потому, что они дружат с вами. 7. Выбирай идти и делать что-то. Я уверена, что у тебя постоянно возникает выбор остаться дома и в удобной кровати, посмотреть любимый сериальчик, ютубчик, все что угодно, или пойти на ту тусовку и встретиться с друзьями, куда тебя пригласили. Но ты такой: оу, но я там никого не знаю, что я там буду делать на этой тусовке. Или наоборот, я всех знаю, я туда ничего нового не почерпну. Почерпнешь. Или, например, вас пригласили кататься на лыжах, и вы такой: оу, но я не умею кататься на лыжах. Супер! Когда ты еще научишься кататься на лыжах, если не сейчас? Я не думаю, что тебя все бросят, и ты будешь просто лежать в сугробе и думать, что твоя жизнь говно. Я прям почему-то уверена, что все получится круто. Так вот, в выборе идти или не идти, выбирай идти. Из личного опыта могу сказать, что каким-то магическим образом каждый раз, когда я выбирала реальную жизнь реальных людей, а не компьютер и еду, каким-то образом я всегда выигрывала, и мне было весело. 8. Не будь грубым к людям. Вообще. В любом случае. Ко всем людям. Неважно, что происходит. При любых обстоятельствах. Не будь грубым к людям. Единственное, что из этого может в будущем получиться, это ты можешь об этом пожалеть. Заметьте, я не говорю «будьте супермилашками», я говорю «не будьте грубыми». 9. Делай что-то каждый день, чтобы собой гордиться. Я сейчас не говорю про занятия спортом, учиться, учить новые языки, ехать в новые страны, открывать новые элементы химические. Я говорю про маленькие вещи, типа «я вынес мусор, я молодец». Какие-то маленькие незначительные вещи, которые кому-то покажутся смешным, но вы реально собой горды, что наконец-то вы вынесли этот ужасный, вонючий, здоровый мешок мусора, который валялся здесь 3 месяца. Но ты должен помнить, что завтра этого мешка мусора не будет, и тебе нужно будет сделать что-то другое. Просто держи это в голове, что каждый день ты должен делать что-то, даже маленькое или незначительное, чтобы сказать себе «я молодец». Кстати, это 10-й совет. Говори себе «я молодец». Хвали себя. Хватит недооценивать себя и то, что ты делаешь. Иногда мы просто не понимаем масштабы того, что мы делаем, или то, как быстро мы движемся. Не думаю, что, глядя из окна самолета, ты такой: вау, мы движемся 600 км в час. Стопудово нет, потому что кажется, что самолет просто стоит на месте. И иногда это даже крипово. Но правда в том, что средняя скорость Боинга 600 км в час. И я даже загуглила это для вас, ребята. Каждый раз, когда тебе кажется, что ты не двигаешься и нет никакого прогресса, вспоминай самолет. 11. Не ждите особенного дня, знака свыше, Нового года, понедельника, чего-то одобрения, вообще чего угодно для того, чтобы начать что-то делать, чего вы хотите. Потому что идеальный день — это сегодня. Сегодня ты все еще об этом думаешь. Сегодня это все еще твоя навязчивая мысль, и сегодня она снова пришла к тебе в голову. Сделай один шаг. Один шаг — это не так уж и много, но это уже ближе к твоей цели, чем ты был, не сделав его, если это имеет смысл. И это касается даже не цели. Это касается, например, вы уже давно хотели написать другу, которого вы не видели 10 тысяч лет, но все время как-то не находилось правильного дня, и что-то как-то, не знаю, неловко, прошло уже 1 000 000 лет. Завтра будет еще более неловко, а через полгода будет, ну, вообще крипово, если вы его напишете, потому что с чего вы вдруг про него подумали. Короче, лучше, чем сегодня, времени
для того, чтобы сделать первый шаг, просто не существует. 12. Пожалуйста, 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 хватит думать, что про вас думают со стороны. Огонь, вода, земля, воздух. Это все так же вечно, как то, что люди обсуждали, обсуждают и всегда будут обсуждать друг друга, и ты ничего с этим сделать не можешь. Ты можешь с этим смириться, потому что это никогда не прекратится. Каждый раз, когда ты заходишь в комнату, и тебе кажется, что на тебя все смотрят и тебя все осуждают, просто помни, что у всех этих людей полные штаны собственного говна. Их жизнь полна своих проблем, своих загонов, своих комплексов, своих приколов с ментальным здоровьем и так далее. Просто помни об этом. 13. Хватит видеть вещи сложнее, чем они есть на самом деле. Вот, например, у меня есть цель. Я говорю себе, я хочу похудеть на 5 килограмм. И я такая думаю, блин, это мне столько всего для этого нужно сделать. Это мне нужно сесть на диету, постоянно ограничивать себя в еде, мучиться, заниматься спортом по 5 раз в день. Я про все это думаю, блин, ну в пизду, извините за мат, это того не стоит. Но из собственного опыта, опять же, могу сказать, что когда ты начинаешь что-то делать, оно иногда оказывается проще, чем твой извращенный мозг это тебе рисовал. И ты просто такой занимаешься йогой 3 раза в неделю и понимаешь, что это в принципе прикольно, и тебе даже нравится. А потом понимаешь, что полезная еда, это даже вкусно. И в итоге ты худеешь и не страдаешь. И вот на этапе, когда ты представлял себе все это говно, которое, по твоему мнению, должно было случиться, ты мог бы сдаться и быть тем человеком, который остановил себя на пути к своей цели. Хотя на самом деле все не так уж и страшно. 14. Оценивай масштабы происходящего, как будто это произошло 2 года назад. Иногда в момент того, когда что-то происходит, очень тяжело оценить масштабы. Вот скажем, ты находишься в Китае один, и тебе пишут: «Эй, завтра ты едешь в больницу. Мы не скажем тебе почему, насколько, что там с тобой будут делать, вообще почему ты туда едешь. И ты будешь слышать только слухи о том, что там ну просто ужасные условия, там нет еды, там нет душа». Первая реакция, когда ты это все понимаешь, это ужас, это страх. Но если посмотреть на это с перспективы 2 лет, то ты можешь представить себе, как ты будешь рассказывать эту историю взахлеб со всеми подробностями, как все было трэшово, возможно, немного преувеличивать. И тебя будут слушать с открытыми глазами и ртами, и такие: да ладно, боже мой, ну как это ты 5 дней без душа в Китае, в больнице, у вас не убирали, а градусник разбился? Что? История, кстати, реальная, ссылка здесь. Когда ты видишь это с перспективы того, как ты будешь об этом рассказывать через 2 года, это выглядит даже немного как челлендж, который слегка даже хочется пройти. 15. Это нормально не хотеть что-то делать или вообще быть незамотивированным. Я и не отказываюсь от тех слов, что лучший день для того, чтобы что-то сделать, это сегодня. Но это при условии, если ты проснулся и ты об этом все еще думаешь. Почему ты все еще думаешь про то, что, блин, было бы круто в один день начать правильно питаться? Вообще, чего угодно, вы все еще об этом думаете. Но если вдруг вы проснулись с мыслью о том, что вы просто хотите отдохнуть, никого не хотите видеть и просто хотите побыть наедине с собой весь день в кровати, сделайте это. Просто будьте честны с собой и тем, чего вы хотите. Следуйте своему внутреннему голосу и не обманывайте себя. 16. Хватит сравнивать себя с другими. Ты уникальный, твоя жизнь уникальная. Никто и никогда не жил твою жизнь. Никто и никогда не был в тех же самых условиях, в которых ты сейчас находишься. Миллион раз какой-нибудь инфлюенсер захочет прожить твою жизнь и не сможет. Его ждет разочарование, потому что это невозможно. Потому что твоя жизнь — это только твоя жизнь. А его жизнь — это только его жизнь. Не пытайся прожить жизнь инфлюенсера или девушки из Инстаграма, или парня из Инстаграма. Не пытайся сравнивать свою жизнь с их жизнью. Не трать время на то, чтобы сделать свою жизнь похожей на их жизнь. Фокусируйся на своей жизни, не сравнивай себя с другими. 17. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Минутка английского языка. Я зачитала ее на языке оригинала для того, чтобы, если вдруг вы захотите найти историю этой фразы, вы могли ее легко найти в гугле. Она переводится как:
Господи, дай мне смирение для того, чтобы принимать вещи, которые я не могу изменить, мужество для того, чтобы менять вещи, которые я могу изменить, и мудрость, чтобы видеть разницу. Даже несмотря на то, что я не верю в Бога, а здесь идет как бы речь про Господа, я все равно считаю, что эта фраза очень крутая, я бы хотела, чтобы так работало это в моей жизни. Я хочу не бояться бросить тот чемодан без ручки, про который я говорила в одном из пунктов. Хочу быть достаточно смелой, чтобы двигаться дальше по своему пути и верить в то, что я найду подходящий и намного лучше чемодан. Хочу иметь ясный ум, чтобы трезво оценивать, когда обстоятельства действительно не зависят от тебя, и когда ты просто должен смириться с ними и перетерпеть для того, чтобы в итоге добиться своей цели. 18. Не держи в себе эмоции. Говори о них с лучшими друзьями, с мамой, с подругой твоей бабушки, любым человеком, которому ты доверяешь. Я сравниваю свои собственные эмоции с пламенем. И если я не даю им выход, я чувствую, что сгораю изнутри. Неважно, хорошие это эмоции или плохие. К тому же, иногда, когда проблема не касается нас самих, мы очень четко и ясно видим из нее выход. Очень ясно видим ее решение. И тебе со стороны действительно могут дать хороший совет. Плюс, будь то романтические, дружеские отношения или отношения мама-дочь, папа-дочь, папа-сын. Если тебя что-то беспокоит в поведении другого человека или тебе это неприятно, лучше об этом говорить, потому что иногда другой человек даже не догадывается, что тебе что-то может быть неприятно. И помимо неприятных моментов и то, что тебе не нравится, не забывай признаваться в любви. Это тоже очень и очень важно. 19. Говори то, что думаешь, или не говори вообще. Когда тебя спрашивают твое мнение, спрашивают твое мнение, а не правильное мнение. И ты имеешь стопроцентное право на свое мнение. Не бойся его. Не бойся себя и того, что ты думаешь. Как только ты примешь себя, тебя все больше и больше будут окружать люди, которые принимают тебя тоже, потому что у них просто не будет выбора. Это что-то вроде take it or leave it. Это то, кто я есть, это мое мнение, и я не собираюсь притворяться кем-то, чтобы кому-то угодить или чтобы кому-то было приятно. Но, по скриптам очень важно сейчас большими буквами запомнить. Не надо вставлять свои 5 копеек, когда тебя об этом не спрашивают. Засунь их куда-нибудь в задний отдел и сохрани до момента, когда твое мнение спросят. И когда его спросят, нужно говорить правду. 20. Инвестируй в себя. Я тот человек, который ненавидит тратить деньги. Просто терпеть не могу тратить деньги. И мне было всегда трудно купить себе что-то. Но есть большая разница между вещами, которые ты купишь, и они не принесут тебе никакой пользы, кроме как морального удовольствия, что тоже важно. И вещами, которые помогут тебе стать немного лучше. Например, моя камера. Я надеюсь, вам нравится качество этого видео. Может быть, вы не заметили разницу, но я чувствую разницу сама для себя. Я купила новую камеру, потому что я верю в свой канал на YouTube, потому что это то, чем я хочу заниматься, и это инструмент того, чтобы развиваться, повышать уровень. В любой стране, в какой бы я ни была, я покупаю себе абонемент в спортзал. Но это вещь, от которой я потом получу профит, если вы понимаете, о чем я говорю. Не будьте жадными на те вещи, которые являются инструментами, чтобы стать лучшей версией себя. Инвестируйте в себя, инвестируйте в свои знания. Вы — это самая главная своя инвестиция. Всем привет! Наступил следующий день. Я монтирую это видео и поняла, что я каким-то образом забыла 21 совет, поэтому 21 совет сейчас. Цените свое время. Время — это самая ценная валюта, и как бы штампованно это ни звучало, и оно так и звучит, это действительно правда. Думайте о времени как о валюте, когда вы тратите его на людей, на занятия, на какую-то работу, на что угодно. Именно помните, что вы его тратите, как будто деньги. Выбирайте, что и кого вы хотите иметь в своей жизни за самую ценную валюту, которая есть в вашей жизни — время. А теперь последнее, 22-е. Последний 22-й совет. Помни, что жизнь — это спираль. Ты никогда не стоишь на месте. Жизнь никогда не стоит на месте. Она всегда движется по спирали вверх или вниз. И только от тебя зависит, куда направится спираль твоей жизни. От того, что ты делаешь каждый день. От того, что ты думаешь, куда ты идешь, с кем ты общаешься, кем ты себя окружаешь. Вообще все в твоей жизни влияет на то, куда направится твоя спираль. Многие из вас знают, что поездка в Америку для меня была спасением от депрессии. И когда я вернулась из Америки домой, я вернулась на то место, куда я всегда прихожу, когда возвращаюсь домой. И я поймала себя на ощущении того,
что в моей жизни как будто ничего не изменилось. Я буквально стою на том же самом месте, где стояла 3 месяца назад, до этого невероятного ментального и физического путешествия. И тогда в мою голову пришел образ спирали. Моя жизнь сделала оборот на 360 градусов и вернула меня на то же самое место, но человеком на уровень выше, потому что я приобрела невероятный опыт, я встретила новых людей, я поборола чертову депрессию, у меня появились цели в жизни и мечты, я захотела жить снова, и я стала не то чтобы другим человеком, но действительно вышла на новый виток и на новый уровень. Так что, пожалуйста, помни, когда тебе кажется, что твоя жизнь не меняется, ты стоишь на месте и не двигаешься совершенно, все вокруг такое же, как оно было какое-то время назад, это не так. Вспоминай спираль. Жизнь всегда движется, ты всегда движешься вверх или вниз, зависит от тебя. Всем спасибо за просмотр этого видео, я надеюсь, что оно вам было полезно. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какой совет вам кажется наиболее практичным, какой вам больше всего понравился. Я желаю, чтобы начиная с этого года, каждый последующий год становился все лучше и лучше, и спираль вашей жизни шла вверх. И увидимся с вами в следующем видео.